Добрый день всем, кто сегодня пришел. Прошу прощения, что, так сказать, в тесноте, но, надеюсь, не в обиде. Как раз, может быть, и хорошо, что при такой погоде согрейте друг друга. Как обычно, свое выступление начинаю с информации, такой вот статистической информации. На данный момент, вот сегодня Байден мне прислал, книг скачано с двух наших сайтов, советника и моего. На данный момент 2 751 636 книг. Это уже тоже продолжает говорить о многом. И в январе, когда, в принципе, многие люди, так сказать, весьма отдыхают и празднуют, капитально, да? Но, тем не менее, книг скачано 57 092 книги. Так что о том, что люди даже в такое праздничное настроение не забывают читать такого плана книжки, это не детективы и так далее, и так далее. Это говорит о том, что действительно для людей это важно, интересно и необходимо. И мне это радует, значит, то, что я делал, то, что Светлана писала книги, значит, это действительно нужно людям, и это очень хорошо, с моей точки зрения. И другая статистика, еще черный год прошел. Помните, была статистика насчет посещений сайта. Это то, что первый миллион посещений было ушло 5 лет, когда число посещений достигло 1 миллиона. Это было в 2010 году, 10 января. Второй миллион – это 10 января 2011 года. На этот год уже, 2012 год, уже сейчас 4 миллиона 560 тысяч. То есть 2,5 миллиона, не на 10-е было, на 13-е, перед Старый Новый год, 2,5 миллиона за один год посещений. И вот за январь, с 13 числа до сегодня, еще 60 тысяч посещений сайта. Это весьма хорошая статистика, показывающая, что интерес людей действительно растет. И не пропадает, а наоборот растет, что очень многие хотели бы, потому что, как вы знаете, очень много саботируют, очень много блокируют сайты и так далее, но тем не менее не очень хорошо у них получается. Надеюсь, и дальше так будет хорошо в кавычках получаться. Так что мы собрались действительно с вами здесь для того, чтобы, наверное, то, что те, кто здесь находится, не безразлична судьба нашей страны, и каждого, в принципе, каждого из нас, потому что так сказать, страны – это судьба людей, живущих в ней. Если не будет людей, не будет страны. Так что судьба детей и внуков решается именно, может быть, именно сейчас, потому что в зависимости от того, что будет происходить в ближайшие годы, будет зависеть от того, что и как произойдет в будущем, ближайшем даже. Потому что не нужно, наверное, вам, не открою Америку, что, в принципе, все стараются растащить Россию на куски, разделить и тем самым превратить, так сказать, просто конгломерат каких-то мелких княжеств, где каждый, как говорится, князь, понимаете, в каком смысле князья. Раньше князья-то выбирались не потому, что кто-то захватил и кто больше в кармане денег имеет, а князья выбирались народом, выбирались на срок. Поэтому и враги используют очень часто явление, что это то же самое. Помните Александра Невского, то его пишут, что новгородцы его изгнали, потом опять призвали, потом изгнали, призвали. Помните, кто читал? Даже в том варианте современной истории. Да не в этом дело. Он был военный князь, хан. И власть передавалась военному хану во время военных действий. Поэтому, когда в мирный период правил мирской князь, который занимался хозяйственными делами, война приближалась, власть переходила к военному князю. Его приглашали из Орды, которую он и возглавлял. И он приезжал и, естественно, командовал войсками, защищая тот же самый Новгород, не только Новгород. Так видите, как прекратили, что его изгоняли, то есть, а он потом, пришагнув через свою обиду, возвращался и так далее. То есть многие вещи доносят, да это долго говорить, в принципе, чтобы, так сказать, правильную ситуацию развернуть. Столько лжи, столько вранья льется и продолжает литься. Я удивляюсь. Что касается любой другой страны, любой миф, любой бред преподносится как истина в последней инстанции. Что касается России, все же наоборот, как тот же сам Кирилл заявил, да? Если Кирилл и Мефодий бы не принесли письменность в XIV веке, да, то славяне должны быть счастливы, что они были хуже диких животных. И кто говорит? Это глава
церкви. Забавные слова для человека, который должен болеть душой за страну, за народ и так далее, и так далее. То есть хуже животных назвал. И, во-первых, хорошо, во-первых, никакого отношения к Кириллу и Мефодию, их письменности нет, но имеет отношение к русской письменности. Потому что они создали церковно-славянскую письменность, это несколько другая вещь, отличается от русской письменности. И хотелось бы спросить, на каком же языке тогда писали даже новгородцы тех времен Новгород, кто был глухой провинции, в малых весях, в малых хуторах, деревеньках, писали письма на бересте друг другу, хотя тоже в школьных учебниках написано и тому подобное. Считали урожай, считали доход и все остальное. А оказывается, только в XIV веке они научились писать. К сожалению, к XIV веку как раз-то грамотных, простых людей почти не осталось. Если в IX-X веке практически каждый человек, живущий в самой глухомане, умел писать, читать и считать, то к XIV веку это осталось только привилегией узкого круга, в основном священников и части аристократии. Хороший прогресс, да? Принесло христианство. Но это особый разговор. Вот как раз есть один вопрос с этим связан, как раз немножко